Ну что, криптоэнтузиастики, ну как там? Что у нас? На что? На завод, криптоэнтузиастики. На завод, на завод. Итак, что же у нас этот скам-рынок? Биток минус 7%, эфириум минус 14% потерял. Просто-напросто в моменте. Это просто трэш. Короче, откинула, просто-напросто откинула на все 4 года назад. Все вот это вот движение, которое, допустим, я буду говорить то, что я делал. Все движение, которое я, допустим, проводил, делал, старался, допустим, инвестировал в криптовалюту. Все это движение просто-напросто откинуло кедрони бабушки. Просто откинула кедрони бабушки на 5 лет тому назад. Все. В принципе, вот так вот. Полнейшее разочарование. Да, конечно же, есть хейтеры у меня на канале, там уже начали писать разные комментарии, давайте посмотрим. Итак, что у нас тут по комментам? Ну, тут у нас боты пишут, это все у нас боты с камеры, их не нужно, конечно же, на них вестись, потому как просто-напросто могут вас соскамить с этими 12 словами, ситками и всякое такое. Так, ждем утренний видосик, биточек льют. О, смотри, даже вот человек, который ожидает мои видосы. Ну, сегодня я, короче говоря, утром проснулся, крепко спал. Я обычно встаю в 5:30 утра, делаю видос, собираюсь там по своим делам. На работу, конечно же. Ну, сегодня решил поспать крепко, потому как не выспался. Так, опа-опа, накуканили хорошо. Провтыкали все лаве, да, заработаем еще. Ну, смотри, конечно же, мы пока что не провтыкали, пока мы не зафиксировали свои убытки, мы не провтыкали. Вот когда ты зафиксируешь убытки, тогда мы провтыкаем. Вот что. И это, конечно же, не очень хорошо. А рынок, конечно, всех куканит. Если сейчас посмотреть, полностью все участники крипторынка в убытках находятся. В том числе даже и те, которые покупали биток, особенно на новостях, что Трамп там типа будет президентом мира, сделают крипторезерв Штаты, там все сейчас в убытках полностью, тем более в альткоинах. Так, если уйдем ниже 70к, то точно локальная медвежка по битку и эфир ниже 1000. Дальше памп люди выпрыгнут без убыток. Да навряд ли дадут без убыток выпрыгнуть. Это сейчас нужно усреднить, сколько денег нужно влить, чтобы ты вышел по безубытку. И смотри, если мы опустимся ниже, чем 70к по битку, это уже будет не локальная медвежка, это будет глобальная медвежка. Но на рынке, конечно же, сейчас, понимаешь, какое-то такое состояние, ну, этот цикл не такой, как все. Вот реально не такой. Если бы, я понимаю, там была бы какая-то эйфория, жадность, там, миллионы иксов там на каких-то альтах было, как в 2021-2017 году, да, можно было бы за это говорить. А сейчас, ну, просто, ну, биток рос. Ну, там вырос, допустим, XRP за 7 лет диапазон $3. Ну и все, на этом всем дело закончилось. Ну, BNB ушла на перехай, Solana ушла на перехай. Ну все. Ну, тон еще пошел там на диапазон $7. Whitebit держится там. Ну, Pepe там показала какой-то там рост. Все. Aptos, я вообще даже думаю, он может уйти куда-то там ниже, чем $4, и вообще опуститься в диапазон 50 центов, если будет медвежка. Вот что. Атом 4.29. Фундаментальнейший инструмент, который шилили все. Говорили, что атом нужно набирать, будет в диапазоне $100. Нифига он не растет. Трамп 7.75. Прикиньте, минус 10 иксов. Минус 10 иксов. Кто-то залетел в Трамп на ФОМа, да? И уже минус 10 иксов имеет. Если он взял на $1000, то уже у него $100. $80 примерно может быть. Это просто трэш. Доминация битка вообще, смотрите, что творит. Ну, разве это не сломлен цикл криптоэнтузиастики? Это все, это сломлен цикл, блин. Цикл, мотоцикл, блин. Сломлен цикл, блин, уже начинаю зацикливаться. Тут уже не все так, как было когда-то раньше. Вот у нас раньше, допустим, раз доминация падала. А это 21 год. Давайте возьмем, посмотрим 17-й год. Вот, 17-й год возьмем.
Аналогичная ситуация. Здесь доминация, смотрите, как падала. После халвинга биткоина вообще шикарно падала доминация. Вот шаблон бары возьмем. И растянем, допустим, вот сюда вот. Ну, это просто трэш. Да, конечно же, состояние не очень хорошее, понимаете, хотелось бы что-то заработать. Вообще был неплохо, рынок себя показывал с ноября по март 24 года, с ноября 23 по март 24. Были возможности каких-то ребалансировок, там туда-сюда. Вот это, я понимаю, были движения. А сейчас? Ну что это такое, а? Что это такое? Ну просто скамят всех людей и все. Бабки отобрали. Монетки оставили, денежки нету и все, тю-тю. Смотрим. И вот, смотрите, у нас уже и шло падение. Падение доминации, падение доминации. Вот так вот натягиваем сову на глобус и смотрим. 2017 год цикл, да? Смотрите, в 2017 году у нас, в принципе, начало это все дело падение, доминация, падение начало, падение доминации началось буквально где-то примерно 25 февраля 25 года, да, и пошли мы, пошли, вот. Как раз бы в марте, в апреле мы увидели альт-сезон, эйфорию, ну и все, и, ну, крупный игрок переиграл, скамят полностью все рынки, вот. Это 17 год падения, это вот падение в 21 году. Оп, и мы уже упали, да? Вот как раз вот эта вот красная, зеленая, желтая полоска. По всем расчетам, примерно вот начиная с марта, апрель, май, мы здесь бы увидели альт-сезон. Ну, в этом цикле мы этого не увидели. Просто задрали, смотрите, доминацию в обратном направлении. Вот здесь вот мы начали падать вроде бы, и уже были надежды то, что мы сделаем небольшой отскок, и дальше опять пойдем падать. Но это не произошло. И дальше мы увидели вот такую вот манипуляцию февральскую. И вот сейчас вот смотрите, что буквально за эту неделю произошло. Просто рост. Альта просто укаталась. У меня сейчас на портфеле минус 33,5% просадки. Но там более чем минус 33%. Там получается примерно процентов, наверное, будет 60. Я не знаю, почему такой CoinMarketCap считает. Но если посчитать по долларовому эквиваленту, то там получается намного больше процентов просадки. Как выбраться с этого лайнища, я не знаю. Я не знаю, конечно же, очень будет тяжело. Медвежку я переживал, и дело в том, что мы пока не знаем точно, медвежка или нет, потому как нам нужно подтверждение цены битка ниже, чем 70к баксов, тогда будет точно подтверждение, что это медвежка. И фишка в том, что если мы уходим на медвежку, было бы, конечно, логически распродать весь портфель в убыток и потом на дне медвежьего рынка зайти в биток. Вот. Но большинство это, конечно же, этого не сделает. Может быть такое, что мы увидим альт-сезон при погружении на медвежку, но в этом мало верится. Например, в 2021 году альта неплохо стреляла еще весь 22 год. У нас было хорошее движение альты. Сейчас у нас наоборот, ну, не знаю. Коснулись мы, конечно, 76 900. Важный уровень. Важный уровень. Вот он. Но не обновили. Не обновили. Смотрите. Нужно посмотреть реакцию сегодня, как все у нас будет, закрытие сегодня, как у нас завтра день будет и как вообще неделька. Вот у нас здесь было 76 600. А мы сходили в диапазон 76 684. Биток, конечно же, льют. Не знаю, было ли здесь поставлено днище. Но после того, когда у нас засветился индикатор на покупку, у нас уже прошла коррекция 13%. Коррекция даже бывает и вплоть до 20%. А это будет примерно цена битка 71-70 тысяч долларов, в принципе. Если мы в дальнейшем не увидим рост крипторынка, в ближайшем будущем, там месяц-полтора, разворота никакого не увидим, то получается, что у нас индикатор Hash-Ribbon сломался, P-Cycle Top сломался, потому как он показывал
всегда вершину крипторынка по истории. Это два индикатора самые важные, самые такие долгосрочные, где они никогда не ошибались на истории. Если мы не увидим роста, эти индикаторы сломались, доминация битка пошла вверх, все у нас в принципе сломлено. И все, этот рынок отобрал деньги, дальше нас просто-напросто соскамил. Но фишка в том, что у нас не только крипторынок льется. Мы видим сильнейшие проливы. Биток, эфириум, XRP, например. Сейчас откупы вроде бы как будто бы и пошли неплохие. Мы видим то, что у нас и фонда полетела. Смотрите, Tesla минус 27%. Netflix минус 61%. Вот давайте откроем Netflix, посмотрим. Смотрите, какой пролив. И тут интересный момент. Или действительно выудивают это все дело для того, чтобы ФРС конкретно понизили ставку. Тут у нас 19% показывает. Минус 6% тут у нас пункты. Или действительно у нас манипулятор выудивает, чтобы ставку понизили. И в дальнейшем включали печатный станок. Или решили всех просто-напросто соскамить. Но говорить о каком-то скаме мы, в принципе, здесь вот на дне коррекции, да. Здесь вот у нас была коррекция одно. Говорили, все, скам. Короче, скам. Август 24 года, скам. Тоже у нас биток проливался. Здесь у нас тоже декабрь, скам, да. Потом дальше и шел рост. Вот. Фонда у нас дальше, в принципе, росла. Вот если на недельке посмотреть, то здесь, конечно же, медвежка такая ярко выраженная. Вот у нас падение, смотрим на 76%. 76%. Это просто трэш. Так, 22 год, здесь у нас движение 250-460%. Фонда, конечно же, намного круче, чем крипта. Здесь нету такого укатывания, да. Взяли, допустим, какие-то акции. Netflix, например, взяли, и пошла жара. Netflix с 2002 года. Здесь у нас, смотрите, какие проценты. Ёшкин кот. 200 тысяч процентов роста. Это просто колоссальнейшие иксы. Вот это на фонде кто-то заработал конкретно, конечно же. Вот. Ну, пока здесь нету на фонде особо ярко выраженной медвежки, но мы можем, конечно же, погрузиться. Если фонда будет погружаться, то и биток пойдет за фондой. Вот что. Но фишка в том, что у нас доминация битка. Доминация битка на хаях, и мы будем уходить на медвежку. Разве что будет в этом цикле полный слом, и действительно у нас доминация биткоина будет достигать там примерно... Пускай мы пробьем 66%, уйдем на 70% сюда вот, с какими-то такими-то небольшими откатами, как это было в декабре, вот, например, ноябрь-декабрь был небольшой откат, небольшой альт-сезон, но альта не будет, конечно же, идти на свой перехай. Навряд ли мы уже увидим на какой-то перехай, что будет идти альта, и спотовый биткоин ETF будет, конечно же, способствовать тому, чтобы биток сильно не корректировался, по всей видимости. И будет делать движение, ну, такое движение будет, как и на фонде. Ну, в принципе, на фонде здесь тоже есть коррекции, смотрите, 76%. В моменте просто упали, быстро откупили, и все. И здесь неплохо таки заработали. На фондовом рынке 269%. Притом, фонда постоянно растет. Вот фондовый рынок — это вообще шикарнейшие инвестиции. Шикарнейшие инвестиции. В 2019 году я, в принципе, узнал за то, что можно, в принципе, неплохо инвестировать. Если посмотреть с 2019 года, давайте посмотрим, сколько здесь у нас процентов получается. Ну, здесь у нас получается 206%. Правда, нужно было пожидать 2000 дней. Так, ну что? Что у нас по доминации альткоинов? Давайте мы посмотрим доминацию альты. Ну, это просто трэш. Это просто трэшамба творится на этом. Нужно было бы пообщаться с чатом GPT. Что она думает? Ну, она будет говорить то, что ты, в принципе, хочешь слышать. Это просто трэш. Полнейшее разочарование. Многие, конечно же, говорят то, что типа там
Туда-сюда, кто-то там что-то не прав. Так, доминация альты. Пришли мы к ценам, вернее не к ценам, а к пунктам 3 февраля 2025 года. Вот, доминация альты вообще полностью слабо. Даже обновили лой. Это не очень хорошо. Альта очень слабая. Очень слабая. Это просто трэш. Но нету у нас здесь этого движения по альткоинам. Вот нету. У нас должно было быть здесь вот такое движение. Показали только-только в декабре небольшое, маленькое. И также до марта мы немножко выросли. Вот до марта. Вот здесь вот. Но вот это вот глобального движения, которое обычно происходит в конце цикла, мы его не увидели. Вот у нас движение, да, альты. Раз, 21 год движение. И вот 17 год движение, да, вот движение, 17 год. Ну, тут 13 год у нас не указан, но вот 17 год, да, движение. Смотрим. Вот у нас донышко до халвинга битка. И здесь было движение на 1850%. 1850% альта давала в моменте. Также у нас вот до халвинга битка донышко. И здесь смотрите. 300%, 300%, уже намного меньше, правда, выхлоп идет. Но у нас должно было вот здесь вот тоже быть какое-то движение, но мы здесь его не увидели. Здесь у нас вот разве что 55%, но это так. Мы даже не достигли 15% по доминации альты. Сильнейшая слабость. Сильнейшая, конечно же, слабость, криптоэнтузиасты. Только вниз. Блин, ну как это все вниз, вниз? Прикол еще в том, что дело в том, что у нас и еще месячный график эфира покажи в следующем видео. Месячный график эфириума, давай посмотрим. Там у нас тоже не очень хорошо по эфиру, мы вчера рассматривали на стриме. Прикол в том, что если крупный игрок сейчас шортит глобально рынок, ему нужно, конечно же, или закрывать шорт по рынку, бить по стакану, или разворачивать, делать небольшой отскок. Вот что. Если бить по стакану, это будет скам. Мало ли, может уже здесь у нас все-таки закрывается этот глобальный шорт. Вот здесь вот закрывается глобальный шорт и бьют они по стакану. Но зачастую нужно шорт закрывать через отскок. Как это было, например, вот здесь. Вот отскок, здесь шорт закрыли они. Порождалась здесь ликвидность, все покупали и все. Ну, сейчас эфир вообще очень слаб. Очень слаб. У нас есть здесь тренд. Мы подошли к этому тренду. И мы его пробили. Вот, мы его пробили. Эфир пробил данную трендовую линию. Смотрите. И уже на недельке начинает закрепляться. Если мы посмотрим все это дело на месячном, то у нас такого никогда не было. На истории эфириума. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5 месяцев падения. 5 месяцев падения. Беспощадных 5 месяцев падения. В прошлом цикле на медвежку, когда мы погружались, тоже было 5 месяцев падения, только через 2 месяца роста. 2 месяца роста и дальше и шло 3 месяца падения. Эфириум вообще не ушел на перехай. Вообще. И просто слабо верится в то, что мы действительно уходим с текущих на медвежку. Ну, это просто трэш. Также в 2018 году 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 месяцев падения. Мы погружались на медвежку через 7 подряд месяцев падения. Еще у нас был 1 месяц роста. И тут 2 месяца было падение. 9 месяцев падения. 9 месяцев падения. Эфир погружался на медвежку. Ну, это просто трэш. 17 год, да? Доходность по эфириуму, если бы ты прикупил бы здесь где-то на хаях эфириум, не продал его в 2021 году, потому как здесь у тебя было 500% роста, ну, сейчас у тебя было примерно 123% роста. И накопление 2647. Это просто трэш, это просто трэш. А люди покупали эфириум в диапазоне $4000, да? Вот я смотрел, там некоторые знаменитые блогеры говорили, что нужно покупать эфир в диапазоне $4000. Благо я покупал вот здесь вот $1565. Ну, сейчас, в принципе, сделка, ну, уже в минусе тоже. Ну, вот мы прождали весь этот период времени, с сентября 23 года, уже 1,5 года просидели, все, вернулись с тем самым значением и уже даже минус. Ну, это просто ни о чем.
Это просто ни о чем. Так вот, здесь вот блогеры знаменитые покупали, у которых там около 100 тысяч подписчиков, продавали квартиры, покупали они здесь эфириум. Это у нас не Богдан, а не помню его имени. И, короче, здесь он покупал эфириум в надежде то, что поймать 2 икса. Вот, пожалуйста. Вот такие вот у нас дела. Цикл обнуления. Это цикл обнуления. Обнуление всех участников крипторынка, я считаю. Потому как сейчас полностью, ну, все полностью просадки. Вот еще у меня там подписчик, в принципе, не знаю, там в лонг зашел по XRP. Нужно с ним связаться. Эфириум 14%, 16%. Это мне все напоминает 21 год, понимаете, криптоэнтузиасты. Все говорят, типа, таких цен больше вы не увидите. Покупайте эфир по 3-2000 долларов, вы по эфиру больше не увидите. Я помню, в 2021 году тоже все это говорили. Вы больше таких цен не увидите. Биток по 30к вы больше не увидите. И это были первые намеки на то, что рынок на перехае, на перегретости. Но, в принципе, мы не увидели той самой эйфории. Да, в декабре там что-то чуть-чуть росло, и даже индикатор альт-сезона чуть-чуть сместился там в отметочку 50%, 50 пунктов пускай. Но это же было совсем не то. Это было совсем не то. Вот, сейчас у нас биткоин сезон. Индикатор альт-сезона упал на 18, это локальный. Сейчас уже здесь, по всей видимости, будут болтать до осени 2025 года. До осени. Как это было, например, вот здесь. Вот длительный период времени они болтали на днище. И потом дали небольшую волну роста. И есть еще один глобальный индикатор. Здесь вообще показывает 29. Да? Никакого альт-сезона у нас ничего нету. Здесь было небольшое движение в отметочку вот так вот 55 пунктов и все. На этом всем деле закончилось у нас. Что у нас по альте? У нас на данный момент мы видим только FTN, GT и OM монетка. OM. Все. Все. За год OM 44% дает. Нету особо никакого альт-сезона. Очень, конечно же, негативный рынок. BNB 545 неплохо держится. Solana 102. Котировки такие себе, просто ни о чем. Тон 3 доллара. По тону, по всей видимости, шорт прикрыли. В диапазон 4 бакса запульнули его. Родилась там ликвидность. Люди побежали покупать. Ну и дальше все, шорт закрыт, бабки забрали. Shiba Inu чуть ли 0 не приоткрыла. Суи у нас $1.86, фундаментальный инструмент. Уже $1.86. Лайткоин 67 баксов. И фишка в том, что лайткоин всегда и шел на перехай. А вот XRP, да, XRP у нас всегда и шло первое, когда рос альт-сезон и шел. Вот. И мы в этом цикле увидели Ripple. Мы в этом цикле увидели Ripple в диапазоне 3.36. И это было как раз у нас, когда вот первый импульс у нас был 5 декабря. Это говорило о том, что альт-сезон уже идет в полном разгаре. Правда, на индикаторах его не было видно. Вот что. И сейчас Ripple пришел 1.7. Тут дальше у нас уже свободное падение вплоть до $1,5. Рипла у меня нету, в принципе, я в нем не сижу, но здесь нужно быть очень сильным таким холдером, потому как 7 лет просидеть для того, чтобы выйти в ноль, ну, это просто трэш. Если мы включим вот так вот на месячный график, посмотрим, вот. Ты вот здесь где-то, если прикупил бы в 2021 году или в 2017 году, вот здесь вот, мы еще даже не пришли к хаям 2017 года, то, ну, тут ты просто в тех самых значениях находишься. Здесь, если мы посмотрим на месячном, у нас падать есть куда, свободное падение. Ripple уже показывает падение, и это говорит о том, что, по всей видимости, рынок идет к своему завершению. Потому как в прошлом цикле, смотрите, падение Ripple было аналогичное. Оп, мы падали на 70%. Сейчас Ripple у нас падает на 46%, даже 48%. Уже здесь идет слом.
Ripple нам намекает на то, что рынок, конечно же, идет к своему завершению. Конечно же, у нас была одна волна роста, это март 24 год и потом декабрь 24 год. Дадут ли еще третью волну роста, мы не знаем пока что. Но Ripple уже здесь, ну, ситуация, да, как вот в 2021 году. Дальше мы пошли на небольшой рост и уже погрузились на медвежку, длительный период накопления. Все. Вот, в принципе, вот так вот. Дальше. Litecoin. Вот Litecoin подкачал в этом цикле. Тоже интересный индикатор альт-сезона. Тоже интересный индикатор альт-сезона. Но фишка в том, что Litecoin даже не подобрался к ценам 2021 года. Мы только-только вышли с накопления. Вот. Вышли с накопления. Все, $140. И на этом все. На этом все, в принципе. Был сигнал на покупку. Вот так. Может быть, это шум. На недельке, если мы посмотрим. Вот так вот все это дело выглядит. Шикарнейший лонг у нас был здесь. Август-сентябрь. И мы подбираемся уже к тем самым значениям, откуда начинался рост. Вот. Может быть такое, что у нас в этом цикле зона накопления увеличится. И мы увидим только движение осенью 25 года. Я уже начинаю на год отматывать. Может быть такое, что мы здесь увидим только осенью 25 года движение. Ну, в принципе, все. Вот так вот. Вот такие, в принципе, у нас, друзья, дела. Не особо хорошие, конечно, не особо хорошие. Этот цикл, конечно же, нагнул всех старых инфлюенсеров. Некоторые люди продолжают, конечно же, вещать, говорить то, что мы уйдем все равно на перехай, у нас пик бычьего рынка не достигнут, но по некоторым метрикам показывает то, что не достигнут. Но манипуляция сильнейшая на рынке происходит. И у нас есть важный уровень по битку. Есть у нас важный уровень по битку, это то, что мы не должны пробивать 68 тысяч долларов. Если мы только пробьем, это будет не очень хорошо. Доминация битка у нас продолжает расти. Но я думаю, что здесь какой-то период времени закончится эта манипуляция. Все равно мы увидим какое-то движение на альте. Конечно же, состояние не очень хорошее. Нужно к этому всему отнестись то, что... Серьезно к этому отнестись. То, что здесь не только ты заработаешь бабки, но ты здесь их и потеряешь. Вот что. И самое важное, это время, наше время, которое уходит. А время нам потом не вернуть назад. Время нам просто не вернуть. Не заносите большие суммы, конечно, в крипту. Если у кого-то есть вера, можете покупать какие-то там альткоины, биткоины, эфириумы. Но я лично ничего покупать не буду. У меня есть там какой-то накопленный капитал. Все, на этом я просто-напросто останавливаюсь. Я еще даже в июне 2024 года не хотел вносить в рынок больше денег. Я хотел увидеть результат с тем, что есть. Но я знаю старых участников рынка с 2017 года. Они весь этот период времени накапливали, и они сейчас на данный момент в просадке сидят. Это не очень хорошо. Этот рынок не для того создан, чтобы вы заработали, а только чтобы вы потеряли бабки. Это нужно учитывать, криптоэнтузиасты. Так что вот такие вот, друзья, дела. Я не знаю, как мы с него выберемся. Это очень сложно. В декабре, конечно же, показали рост небольшой, но это был даже рост не такой, как в марте. Большинство писали, что это рост не такой, как в марте, а рост еще будет впереди, но по факту мы видим иное. И все, конечно же, криптоблогеры, инфлюенсеры сейчас где-то даже видео не выпускают. В принципе, вот так вот. Поддерживаю, конечно, вас всех поддерживаю, потому как я сам сижу в этой гребаной крипте. И не очень здесь таки и сладко получается. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.